заплатил деньги для того, чтобы мне сделали год отсрочки. Вот. И потом год у меня был бега от армии, я не хотел в Приднестровье реально идти в армию, потому что я знал, что в армии дедовщина. Ты несешь уголовную ответственность за то, что, во-первых, за уклонение от армии на год мне дали штраф 1000, не помню, 1060 или 1080 рублей. После карантина уже началась дедовщина. Дедовщина — это реально суровая штука. Вот. Когда одна дедовщина, это тебя выбирает один человек, и ты, например, деньги он попросил, да, ты даешь только ему. А вот когда есть иная дедовщина, вот как у нас было, это был беспредел, когда просит не один, а просят все. Иди купи пачку сигарет, купи кофе, купи, не знаю, там молоко. Когда вот сейчас жарко стало, там мороженое, 3-4 мороженых, минеральной воды купи, вот. И это каждый день. И неважно дедам, откуда ты возьмешь деньги. Послали за огнем, но мы не побежали. И потом всех собрали вместе, всех 9 человек собрали тогда вместе. И над нами, вот над двумя, просто издевались. Издевались в плане того, что нас избивали, а те другие смотрели, ребята, для того, чтобы никто больше не упрекнул. Фесталь — это прикладываешь руку к щеке, прижимаешь очень сильно, и они тебя со всего размаху бьют. Вот, бьют с кулака со всего размаху так, что ты аж падаешь. Удар очень сильный, и он не оставляет синяка, потому что ты прикладываешь ладонь, и когда происходит удар здесь, он не смягчается, он идет на голову, да, удар идет на голову, но синяка не остается. Если узнают, тебя забьют еще больше. Сперва нас положили в упор. Это вот так вот. Ты ложишься в упор. Вот, одну руку за спину. И он, вот, дед стоит здесь, берет и ногой со всей дури, а один бакан весит 1,5 килограмма. Мало того, что какой силы удар, и бакан еще весит 1,5 килограмма. И этот удар такой сильный, что тебя просто опрокидывает. Кто-то видит, что это побои, но на это закрывали офицеры даже глаза. Хоть и война идет на Украине, да, там вообще как разбирательство вот на Украине, и говорят, что как Украина хотела на нас напасть, но все равно для нас, как там офицеры говорили, что первоначальный враг — это Молдова. Вот, врагом они считают Молдову, причем очень серьезным врагом. Постоянно, если что-то то все сразу на Молдову. Это деду просто решил сделать прикол. Взял монетку, монетка 10-копеечная монетка. Вот она где-то вот таких размеров. Он ее держал в руках, зажигалкой раскалил и положил мне на руку. Раскалил очень сильно. Алюминий, когда раскаляется, он не сразу, он остывает быстро, да, и раскаляется довольно быстро. Он быстро ее раскалил, положил, она начала аж шкварчать. Тепло отдается с монетки в основном в центр. И на центре у меня остался ожог, и он сказал, что держал мне руку и сказал, что если опустишь монетку, то, мол, тебе торба. И она, пока не остыла монетка, она держалась на руке, вот, остался шрам. Сколько минут примерно? Не знаю, минуты 2 она стояла у меня на руке. А пацан спал ночью, этот же дед, взял и раскалил монетку и начал у него на руке вот так вот выжигать точки. И он тоже... Ну, конечно, проснешься. Переплыл Днестр, очутился еще в Молдове. Очутился еще в Приднестровье. В селе, там в дачах каких-то, дачи к какому-то селу относятся, вот, мне сказали, что это еще Приднестровье. Перешел поле кукурузное, уже очутился в Молдове. Вот, уже от Молдовы уже пошел, дошел до Григорьевки,
И в Григорьевке уже заработал денег на стройке и поехал в Кишинев, там, где больше полиции, где я понимал, что мне помогут. Потому что Приднестровье — это часть Молдовы, я изначально так считал. Как вбивают там в голову, что Приднестровье — это отдельная республика, отдельное государство. Вот. И когда начинаешь читать информацию не только из интернета, но и из книжек про историю, нужно понимать, что Приднестровье — это часть Молдовы. Такой рискованный шаг, мало кто решится вообще сбежать. Да, я уверен, что пацаны сбегают с армии, бегут сюда, да. Я уверен, что это не единственный случай, но бегут решительные, которые терять нечего. Бегут люди, которым нечего терять. Вот и все. Лишь если ты решишься духом, чтобы сбежать, тогда ты побежишь. А так пацаны, да, нас найдут, да, мол, здесь вся моя родня. Меня найдут, закроют, закопают, и пацаны просто боятся. Вот и все.